Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео подготовила, как всегда, для вас очень информативный, четкий мастер-класс 5 разных градиентов цветными хлопьями, а самое важное и актуальное на сегодняшний день, чем же можно заменить эти цветные хлопья от Milka. Плюс, как крепить для стопроцентной носки эти хрустальные слайдеры, как же их декорировать, делать объемными и с чем сочетать. Дизайн настолько же залипательный, насколько и легок в исполнении. Итак, приступим. И первый вариант покажу классической техники цветными хлопьями Milka, если все же удалось их достать. Я нанесла у кутикулы голубые, на свободном крае лимонные и кистью гребешок для градиента растягиваю их к центру ноготка. Чтобы растянуть лимонные хлопья, ручку клиентки придется перевернуть, так будет удобнее. На свободном краю у кутикулы хлопья более плотно, более концентрированно, а ближе к центру как бы сходят на нет. Сильно выпирающие хлопья какие-то бывают кривые немножко, их обязательно убираю, чтобы они сильно не торчали. Переворачиваю ноготок и дорабатываю обязательно у свободного края, чтобы не было проплешин. Градиент хлопьями готов, просушиваю его 30 секунд и прокрашиваю ноготок сначала тонким слоем, камуфлирующей молочной базой или полупрозрачным белым гель-лаком. Затем наставляю более объемную каплю и распределяю ее по центру ноготка. Тонкой кистью дорабатываю, равномерно распределяю, чтобы база эта молочная сходила на нет по периметру ноготка. Меня все устраивает, просушиваю 30 секунд. Затем прокрашиваю тонким слоем базы для гель-лака ноготок и просушиваю ее только 5 секунд. Далее для дизайна я буду использовать свои любимые бомбические слайдеры от Анны Ткачевой. Это хрустальные слайдеры. Ссылочку на название оставлю в описании под видео. Вырезав необходимые фрагменты, уложила на смоченную водой салфетку и буду переносить штампом для стемпинга. Фрагменты небольшие, маленькие, и штамп хорошо их удерживает, а перенос на недосушенную базу удобен еще и тем, что слайдеры можно выровнять, поправить в случае, если немножечко косо, криво их перенесли. Что я и сделала. Я их выровняла, как мне необходимо. Далее пригладила хорошенько силиконовой кистью, аккуратно и деликатно. Досушила окончательно базу со слайдером. Мне безумно нравится сочетание матового и глянцевого, и буду перекрывать ноготок своим любимчиком, матовым топом от TNL, вот с такими крупными серебристыми хлопьями. Перекрываю ноготок слегка выравнивающим слоем. Слайдеры сами по себе объемные, и далее они у нас будут объемные, поэтому необходимо выровнять область только вокруг слайдеров. Просушиваю топ половину времени, и далее для объема буду использовать густой гель прозрачный, без остаточной липкости. Это могут быть густые как топ, так и гель. Удобнее без липкости. И вот таким вот образом наставляю объем по капле, чтобы они не сливались в едино. Промежуточно просушиваю либо фонариком, либо в лампе буквально по 3-5 секунд, чтобы зафиксировать предыдущие элементы объема. Если необходимо где-то, объем дублирую и прорабатываю все вот эти мельчайшие детали. Матовый топ у меня с серебристыми хлопьями, и я решила наставить на них мельчайшие капли. Они будут выглядеть как брызги или капли воды или сока. Вот что у меня получилось. По-моему, очень залипательно. Окончательно обязательно просушиваю 30 секунд. А теперь самое актуальное. Взяла вот такую манку, хлопья белые. Перекрываю ноготок плотным слоем базы для гель-лака и на жидкую непросушенную базу посыпаю. Мне это удобно делать кистью для градиента. Это получается достаточно равномерно и не сильно плотно. У кутикулы на свободном крае мне необходимо, чтобы хлопья там были чуть-чуть погуще. И окунув кисть в хлопья, я наношу в этих областях хлопья поплотнее. Так как хлопья шестиграннички эти плоские и могут где-то подтарчивать, пальчиком могу их чуть-чуть слегка прижать аккуратно, деликатно. Тонкой кистью доработать, распределить, чтобы хлопья эти были более равномерно. Все, ничего нигде более-менее не торчит. Просушиваю 30 секунд. Далее эти хлопья мне необходимо перекрыть и выровнять базой для гель-лака, чтобы впоследствии сделать идеально ровный градиент в один слой. Хлопья достаточно крупные и плоские, могут все равно где-то чуть подтарчивать. Я просушиваю базу, снимаю липкий слой и шлифовщиком тщательно бафлю.
На палитру наношу капли витражей розовый, синий, еще каплю синего и ярко-желтого. Смешиваю между собой синий и чуть-чуть желтого, получая цвет морской волны или бирюзовый, и розовый с синим, получая сиреневый или фиолетовый. Да, конечно, если вам удалось найти витражи бирюзового цвета и фиолетового, то берете их и ничего не смешиваете. Наношу фиолетовый витраж у кутикулы и кистью для градиента растягиваю к центру. Затем наношу бирюзовый витраж круглой кистью. Ручку клиентки необходимо будет перевернуть, так будет удобнее. Этой же круглой кистью можно растягивать, но мне кажется, более быстро и проще получается кистью для градиента гребешком. Растягиваю этот бирюзовый витраж, просушиваю 30 секунд. И так же, как и в предыдущем дизайне, наношу сначала тонким слоем молочную камуфлирующую базу, затем наставляю крупную каплю и выравниваю ее по ноготку. Тонкой кистью могу доработать, довести до идеала по периметру. Переворачиваю, чтобы база выровнялась. Ноготок идеально ровный и гладкий. Ставлю просушиваться на 30 секунд. Для крепления слайдера прокрашиваю тонким слоем базы для гель-лака, сушу 5 секунд и уже размоченные слайдеры штампом переношу на недосушенную базу. Я извиняюсь, вдруг кто заметит, коктейль на заставке у меня покрупнее. Это видео мне пришлось снимать второй раз из-за технических моментов. Силиконовой кистью я пригладила слайдер. Чуть-чуть доработаю слайдеры, смешиваю полкапли черного гель-лака, каплю топа и полупрозрачным черным прорисую тень, полукруглую по форме самого этого коктейля, придавая тем самым объем рисунку. Сам бокал коктейля мне тоже показался блеклым, и самое дно подкрашу бирюзовым витражным гель-лаком. На дне бокала поплотнее и кверху бокала растушевываю, свожу на нет этот бирюзовый. Просушиваю дизайн 30 секунд. Над бокалом коктейля аккуратно вытру липкий слой этой базы. Буду крепить вот такие вот наклейки металлизированные золотистые. Я выбрала слово «релакс». Пинцетом аккуратно подцепляю надпись, так как наклейки очень тонкие, необходимо работать деликатно. Приклеиваю, переношу на ноготок, выравниваю. Силиконовой кистью разглаживаю и ноготком могу доработать. Перекрывать буду ноготок матовым топом вот с таким вот золотым шиммером. Это один из самых моих любимых топов. Перекрываю ноготок слегка выравнивающим слоем. Вот такой вот красавчик у нас получился, если был глянцевый. Но это матовый топ, просушиваю его половину времени. И теперь тонкой кистью придаю вот этот хрустальный объем самому бокалу коктейля. Обожаю это сочетание, такой бархатный градиент и хрустальные слайдеры. Тонкой кистью и прозрачным густым гелем наставляю объем, по очереди каждый элемент просушиваю, чтобы они не стеклись, не потеряли свою форму или объем. Таким образом прохожусь каждый элемент слайдера и нашу золотистую надпись. Проработав прозрачным гелем все элементы, окончательно обязательно дизайн просушиваю не менее 30 секунд. И вот такой вот душевный залипательный коктейльчик у меня получился. И замечу, что нет необходимости привязываться к какому-то одному виду слайдеров. На свой вкус и взгляд можно подкрасить и оттенить. Следующий вариант продолжу цветными хлопьями от Milka, так как у меня они все-таки есть и нет необходимости искать им замену. В этом градиенте использую розовые и персиковые, ну а если у нас белый, то соответственно витраж понадобится розовый, и смешать, например, розовый с желтым, получим персиковый. Кистью для градиента я растушевала эти хлопья, свела к центру на нет, доработала свободного края, чтобы не оставалось нигде никаких проплешин. Вот такой вот красавчик у меня получился, просушил 30 секунд и далее делаю выбельный центр молочной камуфлирующей базой. Просушиваю 30 секунд
И для крепления слайдера прокрашиваю базой для гель-лака, сушу ее только 5 секунд и на недосушенную базу штампом переношу размокший слайдер. Кстати, очень удобный штамп, прямоугольный, видно направляющий ноготка и получается все четко, ровно и быстро. Силиконовой кистью приглаживаю, полупрозрачным черным прорисовываю тень. И на мой взгляд, этому коктейльчику все-таки не хватает какой-то изюминки, яркости. Розовым витражным гель-лаком подкрашу его. На дне бокала более насыщенный розовый и к краям сходит на нет. Просушиваю 30 секунд. Вытираю липкий слой с базы, потому что буду крепить вот эти металлизированные золотистые надписи. Я выбрала слово Dreams, мечты. Аккуратно пинцетом переношу, приклеиваю вдоль коктейля. Силиконовой кистью разглаживаю и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Вот такой вот красавчик уже получается. В принципе, можно оставить уже и на этом этапе. Я просушиваю топ половину времени, 30 секунд, и доставляю объем густым прозрачным гелем. Делаю тонко кистью, поочередно просушивая каждый элемент: и клубнички, и ножку, и сам фужер. Наставив объем на всех элементах, окончательно просушиваю 30 секунд, и данный дизайн ноготок готов. Обожаю розовый, самое девчачье сочетание розовый и персиковый. А следующий вариант градиента: в качестве подложки буду использовать такой пудрово-персиковый цвет. Очень плотный, красивый гель-лак. Просушиваю 30 секунд. Замечу, что этот гель-лак не линяет. Наношу зеленые хлопья. Кистью для градиента гребешок растягиваю к центру ноготка, свожу на нет. Да, вот такое вот нестандартное сочетание пудра персикового и салатово-зеленого, но безумно нежного и красивого. Прокрашиваю базой для гель-лака тонким слоем, сушу ее только 5 секунд и на недосушенную базу переношу размоченный слайдер. У меня это хрустальная клубничка в шоколаде. Силиконовой кистью приглаживаю слайдер и перекрываю матовым топом с золотыми блестками, слегка выравнивающим слоем. Топ просушиваю половину времени, 30 секунд. И густым гелем наставляю объем на всех элементах поочередно, промежуточно фиксирую фонариком. Вот такая вот объемная хрустальная клубничка уже получается. Объем этот обязательно просушиваю 30 секунд. И далее для прорисовки буду использовать золотую гель-краску без остаточной липкости для поверхностного дизайна. Слегка волнообразными движениями прорисовываю вокруг клубники вот такой вот неровный контур, ободок. Впоследствии это получится такая золотистая проволока. Просушиваю гель-краску 60 секунд и буду втирать вот такую втирку благородное золото. Вглаживаю ее аккуратно аппликатором. Излишки втирки смахиваю мягкой кистью. Каплю топа для удобства ставлю на большой палец и тонкой кистью перекрываю эту втирку глянцевым топом без остаточной липкости. Топ лучше выбрать погуще, им будет удобнее перекрыть. Промежуточно фиксирую фонариком и окончательно досушиваю 30 секунд. Салфеткой смоченного обезжиривателя тщательно вытираю от остатков втирки. И вот такой вот интересный залипательный дизайн получается. И еще один вариант дизайна покажу на градиенте, как делала на первом ноготке. И на недосушенную базу от гель-лака переношу штампом сразу два рисунка, два размоченных слайдера. У меня это кокос и листик пальмы. Ноготком поправляю, так как база недосушенная, это легко можно сделать. Силиконовой кистью разглаживаю, чтобы ничего нигде не торчало. Полупрозрачным черным доработаю слайдер, придам ему объемность, прокрашу тени под кокосом полукруглую и по миллиметру проведу вдоль листиков пальмы. Досушиваю базу со слайдерами и тенями 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Топ просушиваю половину времени 30 секунд. И точно так же, как все предыдущие дизайны, тонкой кистью наставляю объем на хрустальные слайдеры, промежуточно фиксируя фонариком. Окончательно дизайн обязательно досушиваю 30 секунд.
И вуаля, нежное летнее хрустальное залипалово готово. Что скажете? На мой взгляд, это очень удачное сочетание для тех, кто хочет чего-то летнего, в то же время яркого и нежного, и не сильно броского. Насчет неброского тут вряд ли, дизайн очень залипательный, но вместе с тем совершенно не надоедливый, очень комфортный и безумно нежный. А я надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!